Привет, фанаты BTS. Что на самом деле происходит за дверями военного тренировочного лагеря? Как Чингук и Тэхён, две мировые звезды, которые когда-то сияли на мировой сцене, теперь борются с дисциплиной армии? Смогут ли они все это пережить? Ответы вас удивят. В течение нескольких месяцев мир ARMY был на грани из-за неопределенности. Двое самых молодых участников BTS, Чон Чингук и Ким Тэхён, в настоящее время служат в разных воинских подразделениях. Дуэт, который когда-то радовал миллионы поклонников своими потрясающими танцевальными движениями и золотым вокалом, теперь вынужден приспосабливаться к суровой жизни в казармах, физической подготовке и рутине без камер и сцен. Но вот главный вопрос, висящий в воздухе, смогут ли они выжить? Южнокорейский источник раскрыл шокирующий факт. Чингук был помещен в 5-ю дивизию, элитное подразделение, известное своей чрезвычайно жесткой подготовкой. Тем временем Тэхён, как сообщается, находится во 2-й военной полиции, где используются его лингвистические навыки и интеллект. «К ним не относятся по-особенному», — сказал тренер, отказавшийся назвать свое имя. Чингук тренировался под дождем и в грязи, в то время как Тэхён тренировался в условиях строгой дисциплины. По словам товарища по команде, Чингук фактически стал мотиватором для своей команды. «Он всегда пел песни BTS, чтобы поднять нам настроение», — сказал солдат. Говорят, что Тэхён часто пишет письма ARMY во время перерывов. Останется ли голос Чингука стабильным после Daily KRM and Shout? Сможет ли Тэхён восстановить свою танцевальную гибкость после месяцев переноски тяжестей? Военный врач дал неожиданный ответ. Дополнительные физические тренировки на самом деле повышают их выносливость. Однако может возникнуть психологическая травма. На фоне строгого запрета на мобильные телефоны циркулирует видео, на котором Чингук поет «Still With You» в туалете казармы. Тем временем Тэхён, как сообщается, отправил своим фанатам секретное письмо со словами «Я в порядке. Подождите меня». Эксклюзивный репортаж показал, что Чингук и Тэхён случайно встретились в учебном центре. Они обнимались некоторое время, прежде чем вернуться в свои подразделения, сказал очевидец. Поклонники были в слезах, увидев размытые фотографии, распространяемые по сети, оба в зеленой форме, с уставшими, но улыбающимися лицами. За этими улыбками, как оказалось, Чингук и Тэхён также пережили нелегкие времена. Новобранец, который когда-то был в том же подразделении, что и Чингук, сказал: «Однажды ночью я увидел его сидящим в углу казармы в одиночестве, держащим фотографию ARMY. Его глаза были заплаканными, но когда кто-то подходил, он тут же вытирал слезы и улыбался». Говорят, что Тэхён, который известен как самая чувствительная фигура в BTS, испытывает трудности со сном из-за давления рутины. Однако он никогда не показывает свою слабость перед коллегами. Он всегда спрашивает, все ли у нас в порядке, прежде чем думать о себе. Сказал солдат, близкий к нему. Однако посреди всего этого эти двое получили огромную поддержку от сослуживцев. Они не одиноки. Мы все стараемся поддерживать их мотивацию, потому что знаем, как трудно знаменитостям их размера оставить гламурную жизнь и служить в армии, добавил источник. Для Чингука, которого за его выдающиеся физические способности называют «золотым Макне», военная подготовка остается большим испытанием. «Бег 10 километров с грузом на спине отличается от многочасовых занятий танцами», — сказал инструктор. Но он никогда не жаловался. На самом деле, он всегда был первым, кто финишировал. Тэхён, который меньше и более ловок, испытывал трудности в первые недели. Но он быстро адаптировался. Он использовал гибкость и контроль дыхания в своих танцевальных тренировках, чтобы преодолевать препятствия, сказал тренер The New York Times. Самое удивительное из всего? Эти двое подали пример своим товарищам по команде. Когда другие начинали уставать, видя, как Чингук и Тэхён продолжают стараться, нам было стыдно сдаваться, сказал один солдат. Хотя их военная служба подходит к концу, большой вопрос все еще остается: вернутся ли Чингук и Тэхён когда-нибудь на путь истинный? Эксперт по психическому здоровью сказал: переход от суровой военной жизни к давлению мира развлечений нелегок.
Им нужно время, чтобы приспособиться. Но есть и хорошие новости. Как сообщается, HYBE подготовила специальную программу, которая поможет им вернуться к нормальной жизни. От сеансов консультирования до пошаговых занятий вокалом и танцами, все направлены на то, чтобы они вернулись на сцену в отличной форме. Несмотря на ограничения на общение с внешним миром, ARMY нашли креативные способы поддержать их. Глобальный проект собрал тысячи писем фанатов со всего мира, которые были отправлены на военные адресы Чингука и Тэхёна. И самое трогательное. По сообщениям, эти двое хранят каждое письмо, которое получают. У Чингука есть небольшая коробка под кроватью, заполненная письмами ARMY. Иногда он перечитывает их, когда скучает по дому, сказал источник. Говорят, что Тэхён даже написал короткое стихотворение в ответ, хотя официально отправить его не смог. Он написал его в своей тетради, надеясь когда-нибудь прочитать его ARMY лично. Поскольку приближаются их последние дни военной службы, одно можно сказать наверняка: Чингук и Тэхён не вернутся прежними людьми. Они прошли через физические и моральные испытания, которые большинство людей даже не могут себе представить. Но в этом и есть вся прелесть. Потому что когда они наконец вернутся, ARMY будут приветствовать не только двух любимых ими айдолов, но и двух более сильных, мудрых и подготовленных людей, которые продолжат свой путь. И последний вопрос, который мы должны задать себе. Готовы ли мы поприветствовать их самыми крепкими объятиями в истории К-поп? Каждую ночь, когда гаснет свет и его товарищи по команде храпят, Чингук часто сидит на краю своей узкой койки, глядя на маленькую фотографию, которую он спрятал под обложкой военного блокнота. Фотография — последний снимок OT-7 перед тем, как они разойдутся, чтобы служить в армии. Иногда я просыпаюсь среди ночи и вижу, как он держит фотографию и что-то шепчет, говорит сосед по комнате, который отказался назвать свое имя. Я уверен, что он разговаривает с другими участниками. Тем временем в другой казарме у Тэхёна появилась удивительная новая привычка. Он начал писать в дневнике каждую ночь, говорит источник, близкий к нему. Не о военной подготовке, а обо всех воспоминаниях, которые у него были с BTS и ARMY. Он говорит, что это способ убедиться, что он не забудет мелкие детали. Сезон дождей сам по себе стал испытанием. Тренировки в экстремальных погодных условиях стали причиной заболеваний нескольких новобранцев, включая Чингука, у которого в течение 3 дней держалась высокая температура. Он отказался ехать в больницу, сказал полевой медик. Он просто сказал: «Это не первый раз, когда я танцую, когда у меня высокая температура», с легкой улыбкой. Тэхён столкнулся с другой проблемой. Во время ночных учений по ориентированию он случайно заблудился в лесу на несколько часов. Когда мы нашли его, он сидел под деревом и напевал слова «Промиси», сольной песни, которую он написал для ARMY, вспоминает член спасательной команды. Несмотря на их разлуку, связь OT-7 никогда не ослабевала. Шуга был известен тем, что регулярно отправлял Чингуку посылки с книгами и его любимыми закусками. В каждой посылке всегда была записка: «Слушай инструкции и не будь слишком строг к себе». Джин, отслуживший в армии, стал неофициальным советником. Он часто звонит в определенное время, чтобы просто спросить: «Ты ел?» или «Ты сегодня надел толстые носки?», рассказал источник, близкий к Тэхёну. Теперь, когда до окончания службы осталось всего несколько недель, атмосфера в казарме начинает меняться. Чингук начал считать дни на стене возле своей кровати, говорит друг. Но он не записывал обычные числа. Каждая дата была представлена названием песни BTS. 17 августа. Динамит. 9 сентября. Масло. Так он сохраняет связь со своим истинным «я». Тэхён выбрал более личный подход. Он делает цветы оригами каждое утро, говорит другой источник. Он говорит, что это будет подарок для ARMY, когда они снова встретятся.